Как заполучить себе самого преданного, доброго и умного друга? Очень просто спасти жизнь. Недаром говорят, что лучшие питомцы получаются из подобранных на улице животных. Если человек делает им добро, то благодарность не будет иметь границ. Вот как раз история на эту тему. Рано утром весь город едет в известном направлении на работу. Люди торопятся, некоторые еще находятся в полусне, другие уже прикидывают, что нужно успеть за отведенные часы. Всем некогда смотреть по сторонам, а нередко и себе под ноги. В таком состоянии и слона за углом не заметишь, не то что лежащую у дороги бездомную собаку. Ольга, как и все, спешила этим утром в офис. Путь был недолгим, как раз успевала к началу рабочего дня, но вдруг разглядела у обочины что-то странное. Это был средних размеров пес. Ясно с первого взгляда, что бездомный, грязный, тощий. И еще было понятно, что с ним точно не все в порядке. Он шевелил только головой и тихонько скулил, на другое уже сил не осталось. Что с ним произошло, предположить нетрудно. Рядом трасса, скорее всего, животное сбили на скорости и даже не подумали остановиться. Кому какое дело до бродяжки? Пострадавшему человеку еще, возможно, бы помогли, и то не факт, а ради собаки никто не стал отрываться от своих важных дел. А может, происшествия просто не заметили. Загляните на наш канал, вы найдете много добрых историй, но вот Ольга заметила и не смогла спокойно продолжать путь. Ей стало до боли жаль брошенного погибать пса. Она тут же кинула пост в соцсеть, стала просить о помощи неравнодушных. И, о чудо, буквально через 10 минут позволили волонтеры и сказали, что приедут. Ольга срочно отпросилась на работе, сказала, что приболела, взяла неиспользованные отгулы и отправилась с ребятами в ветлечебницу. Очень хотела убедиться, что с найденышем все в порядке, но, увы. Пес был очень сильно травмирован. Врач даже сначала сказал, что его лучше усыпить, чтобы не мучился. У него сломаны все лапы и повреждены кости таза, диагностирован вирусный энтерит с рвотой, поносом и обезвоживанием, есть клещи и глисты. Ольга посмотрела в глаза несчастной собаке, та была сильно напугана, явно не понимала, что происходит, и только доверчиво жалась к людям, ожидая помощи. Ну как ее можно было усыпить? Женщина, посовещавшись с волонтерами и доктором, решила, будем бороться. Ветеринар определил, что шансы у пса это оказался молодой кобель, примерно 50/50. Значит, надежда есть. Нужно дорогостоящее и длительное лечение, плюс постоянный уход. Снова кинули клич в соцсети, и люди стали присылать деньги и отдавать лекарства. На лечение Августа нашли в последний месяц лета, собирали буквально всем миром, и Ольга поразилась, как же много в их городе по-настоящему добрых и неравнодушных людей. Все постоянно интересовались, как дела у пациента, искренне за него переживали, предлагали взять на передержку или даже насовсем. Путь к выздоровлению был тернистым и очень долгим, но они справились. Во время лечения женщина приняла важное для себя решение: пса заберет домой, не отдаст в приют или другим хозяевам. Это уже почти совсем ее собака, ни дня без нее прожить не может. И вот однажды Август уверенно встал на все свои лапы и впервые самостоятельно вышел на прогулку на улицу. Сколько было радости у всех причастных, сколько счастливых слез и добрых улыбок. Совсем скоро ухоженный, обласканный, игривый пес забыл, что когда-то оказался на волосок от гибели. И только оставшаяся хромота служила напоминанием о давнем несчастном случае.